Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Домбровский. Многих интересуют ретриты, которые я провожу в Индонезии и в других странах. Что это за ретриты? Почему ретриты, а не семинары? В первую очередь ретрит – это уединение. Мы с вами уединяемся на безлюдном острове. Я посвящаю все время 5 дней только вам. Я работаю исключительно только с вами. Я использую психоанализ, я использую гипноз и я использую различные техники медитации. А также я провожу шаманскую церемонию. Это интересует людей больше всего. Что это? Страшно ли это? Давайте посмотрим. Ко мне приезжают разные люди. У этих людей разные цели, разные судьбы, разные желания. Одни хотят поправить пошатнувшееся здоровье, избавиться от своих психосоматических заболеваний. Другие хотят восстановить нервную систему, перезагрузить психику. Третьи нуждаются в активации деятельности мозга, подзарядке энергии, вдохновении. Всегда все по-разному. Кто-то запутался в жизни, кто-то утратил веру в себя, кто-то не может отойти от утраты близкого человека или разрыва любовной связи. Бывают семейные пары, желающие распутать клубок межличностных отношений. Есть люди, стоящие перед ответственным выбором. Есть люди, желающие получить подсказку не от окружающих людей, а из какого-то более высокого источника. Некоторые хотят просто испытать нечто необычное, выходящее за рамки человеческого восприятия, что-то космическое, экстраординарное, мистическое. Помимо проводимых мною сеансов гипноза, все эти люди участвуют в шаманской церемонии. И так или иначе, всем им помогают священные, исцеляющие грибы. Для меня грибы являются непостижимой тайной, воротами в неизведанные миры, магическими существами, высокоразвитой цивилизацией, если хотите, в контакт с которой мне дано войти. Для того, чтобы быть шаманом, необходимо хотя бы на время избавиться от желания все рационально объяснять. Как только к этому древнейшему, таинственному явлению вы начинаете применять рациональный подход, чудо исчезает, растворяется, тает. Шаманский мир значительно шире любых объяснений. Мир шамана загадочен и непостижим. Психоделические или шаманские сессии, мне кажется, это незаслуженно забытый особый вид психотерапии. Подготовка к церемонии начинается за день до самой церемонии. Я готовлюсь сам и подготавливаю вас. На следующий день вам предстоит погрузиться в неизведанные миры, заглянуть в себя, увидеть себя, окружающих, всех родственников откуда-то сверху, откуда
откуда-то со стороны, возможно, даже изнутри. Вас удивит, что вы видите меня насквозь. Вас поразит мысль, что и я вас вижу так же. У вас есть возможность встретиться со своим «я» и, возможно, получить ответы на волнующие вас вопросы или увидеть решение тех проблем, с которыми вы ко мне приехали. Я провожу ночные и дневные церемонии в зависимости от поставленной задачи. Обычно мы начинаем церемонии в 2 часа дня, так, чтобы успеть совершить путешествие и насладиться красками заката. Перед церемонией вы принимаете душ, одеваетесь в новую одежду, и мы с вами встречаемся в условленном месте. Мы вместе с вами принимаем грибы, и с этого момента до следующего утра я стану для вас шаманом. Я принимаю грибы для того, чтобы мы с вами находились на одной волне, в одном потоке, чтобы я мог понимать и ориентироваться во всем, что с вами происходит. Первые полчаса мы с вами молчим. Тем, кому это удается с трудом, я предлагаю слушать специально подобранную музыку. Через полчаса после начала церемонии мы с вами отправляемся в шаманское путешествие по острову. Я буду внимательно следить за вами, фиксировать каждый ваш жест, каждое ваше слово. По пути я буду давать вам специальные задания для того, чтобы вы глубже и яснее поняли работу собственной психики. По правилам проведения трипа практически все время мы будем молчать. Все разговоры откладываются на следующий день. Во время нашего путешествия вы будете только наблюдать за собой, за мной, за своими мыслями и оценками, за окружающей природой, за знаками. Периодически, в особенных местах, мы будем останавливаться, чтобы войти в глубокую медитацию и раствориться в окружающей обстановке. На тенистых полянах, в глубине пальмовых рощ, на песчаном берегу моря вы будете медленно бродить среди кокосовых пальм. Воздух будут пронизывать тонкие, светящиеся вибрации, которые вы будете видеть и воспринимать всем телом. Все вокруг оживает, и, возможно, впервые вы по-настоящему увидите природу. Вы ощутите себя частью природы. Этот захватывающий танец необычного восприятия будет продолжаться около 6 часов. Я буду постоянно сопровождать вас в этих странных, очень деликатных состояниях сознания. Если потребуется, я проведу специальные ритуалы, используя гипнотическое воздействие. Я буду обучать вас внутренней тишине, остановке внутреннего диалога, ощущению присутствия здесь и сейчас.
Мы будем учиться наблюдать за появлением мыслей, появлением эмоций. Это очень тонкая работа. Я буду помогать вам. Вы даже не заметите, как во время нашего психоделического путешествия мы прошли около 7 километров. Закат мы встретим на берегу океана. Это будет завершением нашего магического путешествия. Через некоторое время мы с вами молча поужинаем, и вы пойдете спать в свое отдельное бунгало. Следующий день мы посвятим обсуждению и анализу вашего психоделического опыта. Человечеству с древности известны психоактивные свойства некоторых грибов, чему сохранилось множество археологических свидетельств. Таким грибам приписывались магические свойства, и они употреблялись при отправлении религиозных ритуалов, а также для лечения. Древнейшие наскальные изображения ритуалов, в которых использовались психоактивные грибы, известны в Африке и имеют возраст от 6,5 до 9 тысяч лет. Такие рисунки известны в Алжире, в Ливии и Египте. В Индии, штат Керала, существуют мегалиты в виде грибов возрастом более 3000 лет, которые носят название Куддакалу – зонтичные камни. В Ригведе около 1000 гимнов посвящено священному опьяняющему напитку сома, который, по мнению Уоссона, готовился из красных мухоморов. Древние индийцы считали, что сома позволяет сохранить здоровье, продлевает жизнь, и человек, употребляющий напиток, сливается с божеством. Однако связь между сомой и кудалаку не выяснена. Эти сооружения были поставлены в эпоху древней индийской цивилизации, существовавшей в Индии до прихода ариев. В раннехристианских и средневековых церквях Туниса и Западной Европы обнаружены фрески с изображением грибных деревьев, увитых змеями, что свидетельствует о наличии культа грибов в ранних христианских традициях. Психоактивные грибы, зерна пшеницы, зараженные спорыньей, предположительно использовались и в Древней Греции в церемониях элевсинских таинств. Распространено было употребление психоактивных грибов у индейцев доколумбовой Мексики и Центральной Америки. Так, красный мухомор был священным грибом у древних майя. Псилоцибе уже 3000 лет назад использовали в религиозных ритуалах ацтеки. Ацтеки называли эти грибы тионанакатль, тело Бога, и употребляли его только избранные и посвященные. В Гватемале обнаружены капища возрастом более 2500 лет с изваяниями магического гриба с человеческим лицом. Ритуалы с использованием галлюциногенных грибов сохранились у центральноамериканских племен вплоть до настоящего времени. Мухоморы использовались в средние века викингами, а также на протяжении столетий шаманами северных народов, обитающих на Таймыре, Камчатке и Чукотке. Сегодня психоактивные псилоцибиновые грибы изучаются учеными многих стран мира. Уже доказана полная безвредность грибов и отсутствие к ним привыкания.
Магические грибы используются в лечении депрессии, посттравматических синдромов, различных форм неврозов, алкоголизма и наркомании. Большой вклад в изучение психоделиков вносит Междисциплинарная ассоциация по исследованию психоделиков, возглавляемая Риком Доблином.